Всем привет! Кто впервые на моем канале, приятно познакомиться. Меня зовут Наталья. С кем мы уже знакомы, то привет. Давно меня не было в таких форматах длинного видео. И я хочу сегодня поговорить с вами про домашнюю гигиену. Это спонтанное видео, я вообще не собиралась записывать. Просто пошла очередной раз среди дня после еды почистить зубы. И подумала, что эта информация, возможно, кому-то спасет бюджет, кому-то просто здоровье зубов, а кто-то случайно увидит это в рекомендациях, если это попадет туда, и, может быть, задумается о том, чтобы просто пересмотреть гигиену дома, своих зубов. Немножко предыстории. Как вы слышите, я немножко шепелявлю. Это все потому, что у меня на зубах установлены элайнеры. Установила я их Установила я их почти 2 недели назад, то есть сейчас я ношу первую капу, и 20 декабря, буквально вот через пару дней, у меня пойдет вторая неделя, и я сменю набор кап. Собственно, почему я кардинально изменила домашнюю гигиену зубов? Дело в том, что когда вы начинаете ортодонтическое лечение, и на ваши зубы устанавливается какая-либо система, то это очень сильно влияет на то, с какой скоростью на ваших зубах образуется налет, скапливаются микробы. Это, конечно же, все происходит намного быстрее обычных процессов. Да? И поэтому еще с чем связано? С тем, что зубы, они находятся немного в скованном состоянии. При элайнерах они полностью закрыты, то есть эмаль зубов полностью закрыта, к ней не поступает естественный такой микробный какой-то баланс, если так можно назвать. Ну, то есть вы понимаете, да, что на зубах полностью капы. Если говорить о брекетах, то это всего лишь часть зубов. Но даже при таком состоянии у людей очень портятся зубы, появляется кариес, особенно контактный кариес. Что это значит? Это значит, что когда между зубами застревает вот здесь еда, то страдают оба зуба, если вы не чистите вот это расстояние между зубов, ни нитью, ни ирригатором. Там это все застревает, а когда брекеты, еще больше, да, застревает снаружи. Поэтому требуется, конечно же, очень внимательная, тщательная гигиена, многоступенчатая. Давайте перейдем к делу. Если вы захотите, чтобы я отдельное видео записала по поводу элайнеров, вообще, что это такое, с чем это едят, зачем я всем этим занимаюсь. В целом, я немножко рассказывала об этом в рилсах, когда первый день установила, может быть, я сюда размещу, первый мой день после установки, потом первый мой прием пищи после установки. Сейчас я на это смотрю, мне очень сильно смешно, потому что всю первую неделю я сильно мучилась, конечно. Очень мучилась я первую неделю. Зуб на зуб не попадал у меня. А сейчас я понимаю, что у меня что-то здесь присутствует, но без дискомфорта уже. И все же перейдем к теме этого видео. Итак, начинаем. Как грамотно ухаживать за своими зубами? Это, оговорюсь сразу, мой личный опыт, он может быть субъективный, но я опиралась на рекомендации гигиенистов, на рекомендации врачей-стоматологов, я очень много изучила информации, на опыте что-то попробовала. Поэтому я уже сейчас, по истечению определенного времени, а 2 недели это уже много, да, это не один день, я для себя выработала определенный алгоритм. И потом, когда я это публиковала у себя в других соцсетях, если вы захотите подписаться, то все контакты у меня есть либо в шапке профиля YouTube, либо я закреплю в первом сообщении здесь, либо под видео будет эта информация, поэтому присоединяйтесь. Я выработала определенную поэтапность. Первое, с чего я начинаю, это с ирригатора. Я так счастлива, что я научилась с ним дружить, потому что первый опыт у меня был крайне неприятный, это было ужасно. Я купила, наверное, лет 5 назад первый свой ирригатор, и у него не было такого количества вариаций. Видите, здесь 4 уровня как-то силы напора струи. Мой предыдущий ирригатор имел всего лишь 1 силу, и она была настолько мощная, что у меня просто пошла кровь из десны, потому что струя, она очень травматизирует десна, особенно когда с деснами есть проблемы. На тот момент у меня они были из-за недолеченных зубов. Здесь на моем ирригаторе есть инструкция. В целом, я думаю, что можно посмотреть видео, но здесь очень удобно написано, как пользоваться. Я сейчас на самом маленьком режиме, мне этого достаточно. Сейчас мы уже десна привыкли. Здесь еще у меня в наборе было несколько насадок с монопучком, еще для языка, такая плоская в виде ложечки, тоже насадка. Я ни разу пока не пробовала, чтобы тоже струей воды очищать зубы. Еще, когда я стала изучать вот эту всю историю с домашней гигиеной, я узнала, что на щеки тоже нужно делать
упор, потому что в щеках, как у хомячков, у нас собираются тоже остатки пищи. И когда я начала это делать, я обалдела действительно, сколько еще кусочков пищи оттуда я доставала этой струей. Ирригаторы разные бывают. Вот этот он раскладывается, и очень легкий, компактный, его можно всегда взять с собой в сумочку. Я на это и рассчитывала для каких-то поездок. Если я ухожу из дома, я могу его брать, чтобы хорошо выбить остатки еды, если я перекусываю у меня дома. Мне нравится. И обязательно я наполняю водой его не из-под крана, а питьевой водой для того, чтобы зубы не получали дополнительный вот этот известняковый налет. Потому что вода из-под крана, она достаточно агрессивными средствами очищается, и не рекомендовано умываться этой водой, тем более чистить с ней зубы. И также нужно поддерживать гигиену самой вот этой колбы, поэтому раз в неделю туда закидываю таблетку специальную, и она очищает вот это пространство для того, чтобы здесь не скапливались микробы. В целом это, наверное, все, что я могу сказать об ирригаторе. Он у меня тоже вот такой Type-C здесь вход. Очень удобно, он заряжается от розетки. Опять же, не рекомендую ирригаторы на батарейках, потому что вы просто замучаетесь его заряжать. Думаю, что я сделаю общую фотографию всех продуктов. Так будет удобнее посмотреть, сделать скрин. Это фото будет в конце видео, поэтому, пожалуйста, досмотрите до конца для того, чтобы сделать скрин и себе взять на заметку те продукты, которые, возможно, вам понравились, вы хотите к ним присмотреться. Первый продукт, так, есть у нас фокус, есть. Это паста Curaprox, если я правильно читаю бренд. Инзикал 1450. Curaprox любят цифры, а у них и на щетках, каждая щетка имеет свою цифру. О чем эта паста? Во-первых, она с лактобактериями. Во-вторых, здесь есть тот состав, который при хорошем питании, в целом при хорошем состоянии должен вырабатываться вашим организмом. Но у меня в этом плане генетика не очень. У меня и у отца, и у мамы были зубы не очень хорошего качества, поэтому мне досталось то, что есть, и то, что есть, я, конечно же, стараюсь сохранить. Да, это ко мне, может быть, как-то поздно пришло, но я считаю, что никогда не поздно начинать, даже если вам уже немножко за 30. Вот. Я не все могу вам сейчас рассказать про эту пасту, но скажу вот в формате обывателя. Она не пенится так, как вы привыкли, у нее нет выраженного мятного вкуса, она вообще безвкусная. И самый главный ее эффект, она, во-первых, делает эмаль блестящей. Я обалдела, когда первые несколько дней после чистки зубов мои зубы стали блестеть. Вот как эта упаковка блестит, примерно так же блестят мои зубы, без каких-либо дополнительных продуктов. Да, я сменила щетку, о ней я тоже дальше расскажу. Но я думаю все-таки, что это зависит от пасты. До этого я пользовалась колгейтами, разными пастами тоже просто из масс-маркета. Эта паста в масс-маркете не продается. Я купила ее в специализированном стоматологическом магазине. Ее можно, я думаю, найти в стоматологических клиниках, что я вам искренне советую и рекомендую. Если, например, в вашей стране, откуда вы меня смотрите, с этим брендом плохо и нет в вашу страну доставок, то просто поищите аналоги. Я думаю, что в каждой стране приблизительно с таким составом пасты производят. Будь то СНГ страны, Европа, тем более там США, вот эта паста, она швейцарского производства. Помимо того, что эмаль очень в хорошем состоянии находится во время, пока вы чистите, да, микротрещины уходят, потому что из-за того, что мы пьем газированные напитки, которые, помимо того, что сами по себе имеют кислотный состав, плюс у них очень много красителей зачастую. И из-за этого эмаль портится. Так вот, эта штука, она эти микротрещины обволакивает, заполняет и помогает эмали укрепляться. Что еще я могу о ней сказать? Белее зубы становятся. И она создает очень, несмотря на то, что у нее нет выраженного мятного никакого вкуса, она убирает в целом запах изо рта. Ну и в целом, когда вы, конечно же, здесь же лактобактерии разные, когда вы чистите такой пастой зубы, еще и микрофлора вашей полости рта, она восстанавливается. Потому что зачастую она у нас очень сильно нарушена. Мы мало едим яблок, мы мало едим твердых овощей. Опять же, не обобщаю, но у меня с этим большие проблемы. И поэтому вот сейчас я чуть-чуть еще адаптируюсь, и я хочу в свой рацион ввести и свеклу, и морковь свежую, либо вареную хотя бы, ну вот чтобы такие овощи, они присутствовали, яблоки и так далее, и так далее. Я думаю, о пасте я закончила. Если вам, опять же, будет интересно что-то подробнее о пастах, потому что у меня сейчас еще придет паста BioRepair, не знаю, как правильно звучит, но это тоже серия паст, которая профессионально специализированная для эмали, для полости рта, для лучшего против кариеса, да, который покрывает, опять же, пленкой, зубы полезной пленкой. Можем об этом поговорить. Мне очень интересна тема стоматологии. Я думаю, что это видео может даже на час занять времени, но я его все равно опубликую для того, чтобы просто вот
не как врач. Врача вы можете послушать. А вот от первого лица, да, люди не так часто успевают делиться. Вот сегодня у меня есть на это время. Дальше переходим к зубной щетке. Зубная щетка электрическая. Не знаю, у всех ли такая магия происходит, но после того, как я начала пользоваться электрической щеткой зубной, я поняла, что обычная щетка – это столько усилий и практически минимальный результат. Вот такая у меня щетка, это название. У нее несколько ступеней, как очистки, да? Вы можете выбрать что-то свое. Она подзаряжается от, опять же, покажу вам, вот такая зарядка у нее от розетки, она не на батарейках, и я вам рекомендую не покупать зубные щетки на батарейках, потому что они очень быстро будут у вас садиться, и вам просто надоест постоянно менять эти батарейки. Это щетка, вот я купила ее, как только поставила эйлайнеры, вторую неделю я ее не заряжала. Здесь вот, сейчас я ее включу, она сейчас будет жужжать. Ой, вот она жужжит, и здесь, когда, если она разряжена, такой индикатор есть специальный. Плюс в наборе было 6 еще сменных насадок, что вот эти насадки, они снимаются. И их нужно через каждые 2 месяца обязательно менять. Поэтому, когда я поставила эту насадку, я себе поставила уведомление, когда мне нужно снять эту насадку. Что могу сказать о зубной щетке электрической? Это, опять же, минимум усилий. Это сколько здесь оборотов в минуту, я не подскажу. Но она очень круто чистит. Зубы, опять же, стали белеть, они прям сверкают, сияют. Но очень важна техника. Рекомендую перед тем, как поменять щетку на электрическую, если вы все-таки на это решитесь, посмотреть несколько видео, найти на YouTube, как правильно чистить электрической щеткой зубы. Не нужно делать вообще никаких движений. Щетка сама знает, как почистить ваши зубы. Можете минимально, только чуть-чуть ее разворачивать, поворачивать, чтобы она между луночек, между зубных вот эти вот пространства, она могла вычистить. Щетки бывают очень разные. Oral-B – это самая, наверное, разрекламированная щетка. У Coroprox тоже есть щетка. Я, если честно, хочу очень щетку. Но когда я готовилась к началу старта эйлайнеров, конечно, это большие расходы на сами эйлайнеры. Поэтому я обошлась минимальными, хотя бы вот минимальным набором, базовым, да, по стоимости. И в будущем, конечно, я хочу щетку очень Coroprox, потому что там еще и монопучковая есть насадка, о чем мы тоже с вами поговорим сегодня. Это еще не все. Если вы хотите просто на фоне меня слушать, можете заварить чаек, кофеек себе сделать. Поэтому мы еще с вами где-то минут 15 будем вместе. Разные щетки бывают. Но вот что еще хочу сказать по поводу формы щетки. Мне моя гигиенист очень рекомендовала именно круглую насадку. Да? Смотрите, видите, какая она? Такой немножко по спирали, как будто щеточки у нее. Есть насадки в виде обычной щетки. Опять же, до того, как вы начнете этим всем закупаться, чтобы вам не делать лишние расходы, лучше сходите на гигиену зубов в клинику и там спросите у гигиениста: дорогой гигиенист, а какая же щетка моим деснам подойдет, моему прикусу, может быть, моему расположению зубов, да все что угодно. Лучше спросите у специалиста, она вам подскажет. И я вот эту идею тоже подсмотрела у одной девушки, она тоже носила эйлайнер, и вот она про именно такой формат щетки рассказала. Я потом спросила у своего специалиста по гигиене, она тоже сказала: да, тебе подойдет. В целом я пользуюсь только одним sensitive, по-моему, у меня режим. На остальных режимах, ну просто я пока не могу, очень быстро накрутит. Кому-то, может быть, и будет достаточно. Я вообще не рекомендую сильно жестко чистить зубы. Во-первых, травмироваться могут десна от такого большого оборота. А во-вторых, просто эмаль будет страдать. Поэтому очень аккуратно с электрическими щетками. Еще раз повторюсь, что посмотрите видео, освойте технику чистки. Переходим к следующему этапу. Это у нас монопучковая щетка. Так, где наш фокус? Фокус, вот он. Это у меня тоже Coroprox 1006. Опять же, да, у них у всех продуктов есть своя цифра. Для чего нужен монопучок? Дело в том, что когда вы вот этой электрической щеткой проходитесь, она не такая тонкая, она основу чистит, да, это вот эмаль, поверхность зубов. Но у нас еще между зубов есть пространство, куда вот эта большая щетка может просто не зайти. И поэтому после того, как мы почистили электрической или обычной щеткой зубы, обязательно нужно еще использовать монопучок. Для ребят, у которых есть брекеты, это изначально для брекет-систем штука придумана. Она бывает еще тоньше, для того, чтобы под брекеты можно было зайти этой щеточкой сверху и снизу вот так почистить. Здесь я использую, наоборот, круговыми движениями, потому что я, когда чищу эйлайнеры, снимаю. Вот, я не с эйлайнерами чищу зубы. Поэтому мне важно пройтись в межзубном пространстве и немножко вот такими вычищающими круговыми движениями везде. И также я еще чищу вот эти поверхности зубов по бокам и там, где, возможно, тоже на самих зубах остается какая-то часть налета после приема пищи.
Ничего не могу сказать как-то конкретно об этой монопучковой щетке, насколько она хороша, не хороша. Я думаю, можно купить обычного бренда и не заморачиваться. Именно не обязательно покупать Coroprox. Здесь в Эмиратах есть американский бренд GAM. У них тоже была, она дешевле в 2 раза. Но я вот уперлась, хочу такую, все. Ну, сильного какого-то различия в них нет. Возможно, может быть, она будет просто дольше служить за счет большего количества щетинок. Но это все, что я могу о ней рассказать. Рекомендацион. Дальше. После монопучка я обязательно использую вот такой ёршик для очистки языка. Он силиконовый, но специалисты рекомендуют металл, либо медь, либо сталь. Это тоже следующая моя будет покупка. Я хочу металлический, медный себе ёршик, вот этот вот скребок, если правильно, для очистки языка. Очень важно очищать язык с утра, потому что в нем за ночь накапливается очень много всего. И что еще недавно я подсмотрела и слышала об этом уже давно, но почему-то не применяла для своей гигиены, это ополаскивать с утра кокосовым маслом натуральным, не тем, которое для приготовления еды, а тем, которое как ополаскиватель. И вот ополоснуть рот кокосовым маслом, оно как раз-таки обеззараживает. И вот потом пройтись скребком. Сейчас я не делаю этого. Я одного смотрю стоматолога из Америки, и он постоянно говорит про вот это кокосовое масло. Я, может быть, прикреплю сюда, как выглядит это. Двигаемся дальше. Дальше у меня идет еще 2 этапа. Так, есть у нас фокус? Отлично. Что это такое? Вот это нить зубная. Очень я долго искала хорошую нить, которая и не из пластика, а из ленты, желательно шелковой. Вот, чтобы она была либо сатиновая, либо шелковая. Вот это тоже имейте в виду, потому что очень много лент пластиковые. Очень много лент пластиковых. Они не очень будут влиять на ваши зубы. Вот это моя лента зубная. Она со вкусом корицы. Что я могу сказать? Вот я ею воспользовалась до того, как видео начала писать. И как будто бы они слегка переборщили с пропиткой. Потому что у меня вот здесь вот прям красное такое пятно появилось. Это означает, что, скорее всего, это какое раздражение, либо аллергия. Но я понаблюдаю. Так долго я искала эту нить, чтобы она была хорошего качества. Ну, посмотрим. То есть мы проходимся в каждом межзубном пространстве этой нитью. Не надо резко вот так дергать. Лучше намотайте на палец и аккуратненько, аккуратненько проведите, потому что так можно воспаление себе заработать. Вот эта вещь. И далее, что это такое? Это такие межзубные ёршики. Они бывают разного размера. С этим размером я прогадала. Они слишком объемные для моего межзубного пространства. Поэтому я буду перезаказывать. Жаль, может быть, я отдам мужу. Он постоянно после каждой еды, поэтому у него зубы лучше, а он реже намного ходит к стоматологу. Он после каждой еды прочищает флоской вот этой нитью себе зубы. И у него вообще нет кариеса. Он говорил, что одну пломбу он поставил лет в 17 и проходил с ней 15 лет. И вот буквально там недавно, в 35 лет, он поменял эту пломбу. Представьте, какого качества зубы, но у него и зубной ряд ровный. А у меня скученность. Из-за скученности возникают разные проблемы. И разные проблемы возникают из-за того, что зубы в целом не так стоят. У меня задние зубы вообще вот сюда, в десну. Поэтому занимайтесь зубами и выравнивайте свой зубной ряд обязательно при возможности. Потому что чем дальше мы идем по возрасту, тем будут выраженнее эти проблемы, будет сложность с суставом. Не у всех, конечно, но у большинства людей это влияет и на костную ткань, и на придесневую ткань, в целом на состояние вашего овала лица и прочее. Пугать не хочу, но я приняла для себя решение, что мне пора, потому что в детстве у меня была пластинка, я не доходила с ней, и о чем я очень сильно жалею, сейчас бы мне не пришлось тратить большие деньги и на гигиену, и на то, чтобы установить элайнером. Вот эти штучки, они есть разного размера, поэтому будьте внимательны, самый маленький попробуйте для начала, что я заказала, а только потом увидела, что, оказывается, есть разные размеры по толщине. Мне, видимо, нужны самые маленькие, эти прям очень крупные. Для чего это нужно? У них такие, не знаю, видите вы или нет, ну, у них на наконечниках такие маленькие, как елочка, да? И когда вы заходите этой штучкой между зубов, то, что не смогли нитью вытащить, эти наконечники на ёршике, они забирают вот эти остатки еды. Потому что вот эти маленькие кусочки, маленький один кусочек, он может вызывать и воспаление, и кариес, и все такое прочее. Поэтому это прям вот важно вычищать. Кажется, у нас заканчиваются этапы. Да. Вот будет последнее в этом видео, последний продукт, о котором я расскажу. Это мусс, который от компании BioRepair. Я вот пасту сейчас жду этого бренда. Чем она хороша? После того, как вы полностью очистили зубки свои, этот мусс, он помогает
финализировать вашу гигиену и покрыть приятной пленкой ваши зубы, регенерировать вашу эмаль, отбелить ее и дезинфицировать. То есть это такой финиш вашей домашней гигиены. Это может быть ополаскиватель на гелевой основе, тоже от этого бренда очень крутой, мне девушка одна советовала, но я почему-то очень люблю пенки, я обожаю этот формат пенок. Жаль, что у них нет такой маленькой, я бы, конечно, брала ее с собой. До этого у меня была пенка Splat, может быть, я сюда прикреплю фото, и Splat я в целом рекомендую как бренд, его все хвалят, и достойные очень продукты. И, кстати, недавно в сети White Rose здесь, в Дубае, появился Splat, и чему я очень рада, что они вышли на международный рынок. Молодцы. Я помню Splat, знаете, чем мне запомнился? Тем, что их основатель, я не знаю, как его зовут, он в каждую коробочку зубной пасты добавлял письмо для покупателей, и эти письма он писал каждый месяц. Уж не знаю, писал это он или кто-то другой, но в интервью он всегда говорил, что да, писал он. Я думаю, что был и какой-то редактор в любом случае, но задумка очень классная. Об этом рассказала. Что еще, для чего эта штука? Она убирает, опять же, кариес, минимизирует появление кариеса, улучшает эмаль, отбеливает, ну и фиксирует, да, то, что вы почистили, фиксирует вот этот результат. Это можно делать и утром, и вечером. Я после каждой чистки наношу, может быть, это чересчур, и надо только вечером, вообще надо почитать. Вот такая многоступенчатая у меня гигиена домашняя. Будет сейчас фото отдельно на экране всех продуктов. Если вы хотите что-то, чтобы я отдельно записала, пожалуйста, пишите свои комментарии под этим видео. Подпишитесь, если я вам как-то откликнулась. Поставьте лайк, проявите какую-то активность, мне будет приятно. Делитесь своими историями, может быть, у вас какие-то лайфхаки есть, какие у вас продукты любимые. Я тоже почитаю, подсмотрю что-то для себя. Еще что хочу добавить. Мне никто не рассказывал вообще за всю мою жизнь, что такое гигиеническая чистка зубов. Я об этом не знала до 27 лет, когда на работе у меня коллега как-то сказала: ой, нужно папу своего записать на гигиену зубов. Я такая: гигиена зубов? То есть полечить зубы я знала, что такое, а базово, как за ними ухаживать и как сделать так, чтобы не ходить на лечение зубов и не тратить бешеные деньги, я про это не знала. У меня и родители никогда про это не знали, скорее всего, бабушки, дедушки тем более. Но от кого я могла бы научиться? Вот случайным образом я услышала это от своей коллеги и начала у нее интересоваться, а что же вообще это такое? И когда это нужно сделать? И потом я потихоньку начала узнавать, в каких клиниках, я тогда жила в Санкт-Петербурге, в каких клиниках это делают. Оказалось, что в целом в любой стоматологии это делают. Нашла своего врача-гигиениста, с которым мне нравилось это время проводить. И все, и так и началась моя история. История перемен, история сохранения тех зубов, которые есть. И вот на недавней чистке перед установкой элайнеров гигиенистка, которой я здесь в Дубае ходила, она очень меня похвалила. Она сказала: ох, если бы все такие пациенты были, у меня бы было меньше работы. Так что, ребята, берите себе на заметку, ухаживайте за своими зубками, любите себя, любите зубы. Они вам ответят взаимностью обязательно. Всех обняла, приподняла. Хорошего вам дня. Пока-пока.